Всем привет! Сегодня свяжем с вами вот такую шапочку. Это у меня шапка из остатков ниток. 3 нитки использовала. Шапка вяжется очень быстро и очень легкая. Начала вязать шапочку и забыла, что не сняла вам начало видео. Ну, я вам расскажу, думаю, будет понятно. Набрала я 115 петель плюс 1 петля для того, чтобы сомкнуть в круг. Сомкнула в круг и вяжу резиночку 2 на 3. 2 лицевые и 3 изнаночные. Шапочка будет с отворотом. Сейчас вяжу этот отворот. Шапка будет состоять из нескольких нитей. Вот сейчас как раз буду добавлять одну нить в работу. И продолжаю дальше вязать по узору. 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. Смотрите, я провязала отворот шапочки. У меня вышло в нерастянутом состоянии 8 сантиметров. Вязала я резиночкой 2 на 3, 2 лицевые, 3 изнаночные. И меняла ниточку. Если у вас также остаются нитки, вы можете связать из них, из остатков, шапочку. Если скомбинировать цвета, то выйдет такие очень прикольные шапочки. Значит, смотрите, мы провязали отворот. Теперь нам необходимо провязать внутреннюю часть отворота. Что мы делаем? Для того, чтобы рисунок у нас не сместился, нам необходимо здесь теперь поменять вместо 3 изнаночных, вязать 3 лицевые, и вместо 2 лицевых 2 изнаночные. Это необходимо для того, чтобы когда при отвороте шапки у вас совпали эти петли. То есть у вас изнаночные были, вот вы отвернете шапочку, и у вас изнаночная будет с изнаночными петлями, а лицевая с лицевой. Потому что если сейчас мы отворачиваем, видите, у нас несостыковка. У нас получается здесь лицевая, а здесь изнаночная. Поэтому мы проделываем такую манипуляцию, меняя узор. Вот у меня начало ряда. И теперь я вместо 3 изнаночных провязываю 3 лицевые. Вместо лицевых 2 изнаночные. И так я продолжаю вязать вверх до того момента, когда буду делать убавки. А убавки я буду делать приблизительно вот 8 сантиметров я провязала отворот, затем 8 сантиметров я вяжу внутреннюю часть отворота и приблизительно еще вверх еще 8 сантиметров. Ну а там посмотрю, какую высоту я хочу шапки, или немножко она будет выше, или наоборот будет ниже. Вы же в свою очередь меряйте шапку привязки, тоже примеряйте на свою голову. Возможно, вам достаточно будет длины меньше, может быть, кому-то наоборот хочется повыше, то есть как вы уже любите. Значит, здесь все понятно. Я меняю теперь петли, вяжу здесь, где изнанка, вяжу лицевые, где лицевые, вяжу изнаночные. Все, дальше я вяжу это так до самого верха. Продолжаю так вязать. Ну и, соответственно, меняю ниточку. Если у вас также необходимо вам менять, то вы себе меняете, как вы хотите ниточку. Вот у меня еще несколько полосочек будет разными ниточками. И вот такая еще. Это мне дочка связала зайчика. Сказала, чтобы я с ним вязала. Вот он лежит рядышком, и я вяжу шапку. Вот я уже провязала достаточное количество петель. Это мой отворот. И далее продолжаю вязать вверх шапочку.
Сейчас я вам покажу, как я меняю ниточку. Вот у меня начало ряда. Я уже один раз добавила ниточку здесь, немножко другой оттенок. И сейчас буду менять на другой цвет. Обрезаю, немножко оставляю кончик, обрезаю нитку, беру ниточку другого цвета, тоже оставляю небольшой кончик, все это потом уберется. И начинаю вязать. Вот просто эту отрезала, следующую беру и начинаю вязать по узору, по кругу. Сейчас я вам покажу, как в конце. 2 изнаночные, 3 лицевые. Вяжу до конца ряда. И вот смотрите, довязываю я ряд до конца новой ниточкой, изнаночная. И далее у меня уже идет следующий ряд, но я спускаюсь на одну петельку ниже, то есть не вот эту провязываю, а вот на одну петелечку ниже. Спустилась, достала ниточку и далее продолжаю просто вязать по кругу обычными лицевыми и изнаночными. Для чего я так сделала? Для того, чтобы когда мы присоединили нитку другого цвета, у нас не было ступеньки, не было видно такого перехода очень резкого на другой цвет. Вот здесь у меня эта ниточка, видите, я ее потянула. И далее продолжаю вязать другим цветом нити. Затем, когда буду менять нить на другой цвет, я точно так же обрежу ниточку, добавлю новую, провяжу один ряд и в конце спущусь на одну петлю ниже. Продолжаю вязание шапочки вверх на нужную мне высоту до того момента, когда буду убавлять петли. Ну вот, провязала я достаточное количество петель в высоту. Теперь буду вязать, уже вывязывать макушку. Буду убавлять петли. Как я буду это делать? Значит, смотрите, это у меня начало ряда. И сейчас у меня 3 первые лицевые идут. Мне необходимо их провязать одной лицевой. Но я хочу провязать так, чтобы вот эта вот центральная была посередине. Для этого я правой спицей захватываю вот так вот петли, провязываю третью и 2 петли возвращаю назад. У меня получается вот так центральная петля идет. Далее провязываю 2 изнаночные, 3 лицевые и снова 2 изнаночные. Это будет мой раппорт. Так я буду повторять эти убавки до конца ряда. Снова у меня идет 3 петли. Мне необходимо их провязать вместе одной лицевой. Для этого я переснимаю вот так, провязываю одну петлю и возвращаю вот так вот, 2 петельки продеваю и центральная петля лицевая. Продолжаю. 2 изнаночные, 3 лицевые и снова 2 изнаночные и снова убавка. Продолжаем так до конца ряда. И вот как выходит. Это был первый ряд. Сейчас вяжем второй ряд. Второй, так, перекидываю маркер. Второй ряд у нас вяжется по узору, по вашему рисунку. Лицевая провязываем лицевой, изнаночные провязываем изнаночными. И провязываем так до конца ряда. Следующий третий ряд провязываем также с убавочкой. Вот там, где мы делали из 3 петель одну,
мы эту петельку провязываем вместе с изнаночной петлей за переднюю стеночку. Провязали изнаночной, далее изнаночная петля, 3 лицевых, изнаночная, изнаночная, и снова, видите, у нас одна петля лицевая, провязываем вместе со второй петлей изнаночной, одной изнаночной за переднюю стеночку. И так будем продолжать убавлять до конца ряда. Это будет наш раппорт. Четвертый следующий ряд провязываем по рисунку. Изнаночная изнаночным, а лицевые лицевыми. И так продолжаем вязать 3 ряда вверх. Лицевые лицевыми, а изнаночные изнаночными. Получается у нас по рисунку. Четвертый, пятый и шестой ряд провязали по рисунку. И далее в 7-й ряд будет ряд убавок. Начало ряда 2 изнаночные провязываем в 2 вместе, 1 изнаночная. Далее 3 лицевые и 2 изнаночные. И снова 2 изнаночные вместе, 3 лицевые и 2 изнаночные. Так провязываем до конца 7-го ряда. Следующие 3 ряда будем провязывать по рисунку. Это будет 8, 9 и 10 ряд. Вот смотрите, как у нас аккуратно выходят убавочки. И далее 3 ряда подряд провязываем по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Так, продолжаем дальше делать убавки. 11 ряд. Начинаем с изнаночной петли. Далее 3 лицевые и 2 вместе изнаночной петлей. И повторяем так до конца ряда. 1 изнаночная, 3 лицевых и 2 вместе изнаночной петлей. Периодически я примеряю шапочку, смотрю, как она идет, эти убавки, и на голове как смотрится, как эти закругления. Вы тоже для себя мерите. Если необходимо провязать больше расстояния после убавок, вы провязываете. Смотрите, корректируйте по форме своей головы шапочку. И продолжаем так вязать до конца 11 ряда. Следующие 3 ряда провязываем по узору изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Следующий 15 ряд. Мне необходимо начать с 2 изнаночных, поэтому я не довязала одну петлю в прошлом ряду и начинаю 15 ряд с убавок. Я уже перешла на чулочные спицы, взяла дополнительные для удобства, так как петель становится меньше. Ставлю маркер начала ряда и провязываю 2 петли изнаночные, 1 изнаночной за передние стеночки. Дальше 3 лицевые и продолжаю так убавлять петли. 2 вместе изнаночной петлей и 3 лицевые. И снова 2 петли вместе изнаночной и 3 лицевые. Так провязываем ряд до конца. Далее я провязала 3 ряда вверх по узору лицевая,
лицевыми, изнаночная, изнаночная. Далее 19 ряд я провязываю все петли по 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. Так, провязываю до конца ряда по 2 вместе лицевой. Далее 20 ряд я провязываю все петли лицевыми. Все петли до конца ряда лицевыми. И в конце переносим эти петли на иголочку и стягиваем. И вот так вот стягиваем макушечку. И можно еще раз ниточкой вокруг пройтись и затянуть. Вот видите, как макушечка выходит? Вот так вот затянули. И ниточку спрячем вовнутрь шапки. Зайду по кругу еще. Так, прошлась по кругу и ниточку прячу вовнутрь. На изнаночку. Здесь делаю петельку, продеваю иголочкой в нитку и затягиваю. Все, макушечку мы сделали. Ниточку можно обрезать. И все нитки, которые у нас были в изделии, где мы добавляли, прячем. Вот такая выходит макушка. И выходит вот такая шапочка. Осталось только постирать в теплой водичке и высушить на горизонтальной поверхности.